Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить довольно необычную модель. Это у меня в руках Трумпетер, китайская фирма, которая изображает танк. И это современный основной боевой танк российской армии Т-80 БВМ. К сожалению, эта версия без новомодных козырьков, но между тем это действительно современная машина. Давайте ее строить. Поехали! Так, передо мной коробка Т-80 БВМ, и авторы этого бокс-арта из Трумпетера не заморачивались, а взяли просто фотографию с форума армии, на котором был представлен этот танк, его показательные выступления. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Из примечательного в этом наборе мы можем посмотреть, что есть планочка с фотоотравленными деталями, а также декаль, просто которая демонстрирует хэштег форум армии. В наборе довольно много деталей. Кстати, это набор 2020 года. Очень много деталей. И здесь нас ждет классическая сборка танков советской школы. Из примечательного здесь есть наборные траки. Да, деталей действительно много. Вот само основание ванна корпуса, стальной трос. И также вот прозрачные детали. Вот эта планочка с фотоотравлением и декаль с хэштегом. И также из интересного здесь схема окраски. Собственно, один вариант. Просто классический зеленый цвет современной российской армии. Рекламка. И инструкция. Довольно простая. Давайте приступать. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. В отличие от других моделей от трубача, которые я собирала в этом году, модель танка Т-80 отличается более высокой степенью скрупулезности к деталям. И чем-то эта модель мне напомнила изделия фирмы Mini-Art, которые я не очень люблю. А, кстати, видео о других моделях от фирмы Трумпетер, такие как Якпанцер Е100, Су-101 и грузовика Урал, вы можете найти на моих видеоканалах в Дзен, ВК, YouTube и Рутюб. Пользуйтесь тем, что вам удобно. Также в своем телеграм-канале и в группе ВК я делюсь промежуточными итогами моих работ над моделями. Все ссылочки есть в описании. Т-80 – это классический пример отечественного танкостроения, и модель на ранних этапах сборки выглядит аналогично своим собратьям, такие как танки Т-72 и Т-90. Т-80 некоторые эксперты называют самым лучшим российским современным танком, не считая «Арматы». А мне довелось несколько раз встретиться с этим танком воочию. Первый раз на форуме «Армия». Там он был представлен в обновленной версии с типичным для современного танка козырьком и маскировочной накидкой. А вторая моя встреча прошла более эпично в парке «Патриот». На показательных выступлениях я буквально прикоснулась к легендарному танку Т-80 БВ с позывным «Алеша». Хотя на самом деле никакой он не Алеша, но в сети завирусилось именно это имя. А на моем YouTube-канале есть отдельное большое видео про этот танк с записью его показательного выступления, так что очень рекомендую его посмотреть. А после того, как я завершила сборку и обезжирила модель, я принимаюсь за грунтовку. Тут я применяю аэрозольный грунт. У машины очень богатый рельеф, и особенно его усложняют противокумулятивные экраны и блоки динамической защиты. Так что я превентивно обязательно задула самые потаенные уголки танка черным цветом. Во-первых, это создаст дополнительную тень. Если я что-то не прокрашу в основной цвет, то это место останется черным, а черный цвет более естественный, чем серый цвета грунта.
А белым цветом я выделю верхние грани, и спиртовой краской от Мачете я выполню базовую окраску танка. Я наконец научилась грамотно смешивать базовый цвет красок Мачете для того, чтобы получить нужный мне серо-зеленый оттенок современной российской бронетехники. А рецепт прост. Я в базовый 4 БО от Мачете, который изначально больше подходит для грузовиков времен Великой Отечественной войны, я добавляю черный. И немного белого. Чуточку добавляю разбавителя от Мачете, и вот моя смесь для российской брони готова. Затемнение и высветление я регулирую количеством черного цвета в смеси. А дальше мне предстоят ручные работы. Мне нужно окрасить гусеницы, резиновые бандажи катков, тросы, запасные траки и, конечно же, зенитный пулемет. Так что очень рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там выходят новости о моих стройках, а также кружочки, где я рассказываю небольшие лайфхаки про моделизм. Также я публикую мои работы и труды моих зрителей. Ссылочка на телеграм есть в описании к видео. А оригинальный Т-80 до всяких модернизаций вы можете найти на уличной экспозиции парка Патриот. Об этой экспозиции у меня тоже есть отдельное видео на канале Даша Техник. Ну а самая недавняя моя встреча с еще одним вариантом Т-80 у меня случилась на форуме «Армия-2024». Там показали очередной вариант модернизации Т-80 с козырьком и резиновыми экранами. И, естественно, видео с подробным обзором этой машины у меня тоже есть и в ВК-видео, и на Рутюб, ну и везде. Российский новейший танк последней модификации Т-80 ПВМ все активнее используется вооруженными силами России в зоне специальной операции на Украине. На сегодняшний день этот танк наиболее подходит для ведения боевых действий в экстремальных условиях, поскольку имеет газотурбинный двигатель. В самом начале спецоперации российские войска отдавали предпочтение более дешевым и простым в эксплуатации танкам Т-72 и Т-90, но полномасштабные боевые действия требовали введения в бой танка, готового действовать в экстремальных условиях. Так в зоне СВО появились танки Т-80 БВМ. Маркером от Gemscale я окрашу отражающие поверхности фар и световых приборов. По поводу окраски гусениц обычно возникают споры. Некоторые любят все собрать и окрасить, а некоторые красят детали отдельно. И тут нет правильного ответа, каждый делает как хочет, и все зависит от конкретной модели. Например, у этого Т-80 развитые бортовые экраны, которые закрывают большую часть ходовой части. Так что я решила именно все собрать и потом окрасить в сборе. Смывка на этой модели будет главным приемом, и она добавит контраста модели, а мои высветления после того, как смывка высохнет, станут ярче, и заодно смывка выделит мелкие детали машины. Методом масляных точек я загрязню модель. Масло очень легко поддается работе. Во-первых, оно долго сохнет и интересно смешивается с другими оттенками. И поэтому рисовать следы от дождя и грязи получается довольно забавно. Большое количество устаревших Т-80 находится на складах, но они были модернизированы до последних версий и получили современное прицельное оборудование, защиту и другие системы. Благодаря своему газотурбинному двигателю Т-80 БВМ прекрасно подходит для действий на Украине. У американцев тоже имеется танк с таким же двигателем, но М1 Абрамс уступает российскому, поскольку Т-80 гораздо меньших размеров, и он обладает наиболее лучшим соотношением мощности и веса, а также имеет большой калибр орудия. В бою с основным боевым танком М1 Абрамс российский Т-80 БВМ еще не встречался, и поэтому предсказать результат никто не может, а вот немецкие танки Леопард-2 российские танкисты уже подбивали. Машиной семейства Т-80 можно смело называть вершиной танкового танкостроения. Базовую модель приняли на вооружение еще в 1976 году, после чего было выпущено множество модификаций в 80-ке, и самой современной является Т-80 БВМ. А методом сухой кисти я выделю многочисленные рельефные детали танка. Особенно интересно этот прием будет смотреться на элементах динамической защиты.
А в качестве финального штриха я запылю ходовую часть, ведь это настоящий боевой танк, и надо показать следы боевой эксплуатации. И вот такой танк Т-80 у меня получился. Как видите, он получился довольно интересного серо-зеленого цвета. И почему-то в моем цветовосприятии именно такого цвета я и вижу эти танки на хронике. Надеюсь, это видео вам понравилось. А если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте переходить в Телеграм или в ВК на всякий случай. Так что до новых встреч. Пока-пока. Посылися так вперед идет, стальной гигант защитит. Слышишь гул мотора, Родина свою хранит. Пули летят градом снова, броня больше не защитит. Враг даже теней железной, Т-80 не победит. Танк Т-80 на защите, сила мощи в каждом взгляде. Наша сила в нашем танке, Родину всегда мы с ним. Солнце встает над полем боя, верим мы, победа близко. Т-80 вперед уходит, на врагов пойдет как молния. Мы стоим непоколебимы, враг отступит над напор. Т-80 на НАТО уходит, Родину свою надолго. Танк Т-80 на защите, сила мощи в каждом взгляде. Наша сила в нашем